Ребята, всем привет! С вами Баджер. Это игра Mythos and Puzzles, они же мутные пазлы. Кстати, сегодня у нас видосик из разряда поговорить. Никакого экшена, ничего такого. Просто схема, как в самых просматриваемых моих видосах. О чем-то интересном. Обсудить что-то важное. И сегодня у меня темка такая созрела. На самом деле она созревала уже давным-давно. Последним, наверное, таким двиглом для воплощения этой темы в жизнь стала войнушка на стриме там от 4 мая. Там была, кстати, я оставлю, наверное, ссылочку здесь сейчас появится на этот стрим. Это была война против Альянса Украина моя, и там я играл радугой, потому что соперник позволял. И, в общем, я с тех пор все время вот так думал и думал, блин, надо какой-то видос сделать вообще про плюсы и минусы от игры именно такой комбинацией. Ну и сейчас, в общем, созрел, поэтому сегодня мы обсудим проговорим про плюсы игры радугой и про, соответственно, минусы игры радугой. Давайте я на фон вам, наверное, все-таки какой-то автобой сейчас подрублю, просто чтобы было. Не будем растягивать. Начну я, пожалуй, с плюсов. Скажу честно, плюсы мне было сложнее всего подобрать. Вот честно, вот я их прям рожал. рожал. И это связано, ну, короче, не знаю, с чем это связано, но суть в том, что самый большой плюс от игры Радуги, первый плюс, это тот факт, что у вас на поле есть камень абсолютно всегда. Не факт, что это будет нужный вам камень под определенные там задания в бою, но у вас всегда абсолютно с 35 камней на поле вам хоть какие-то там нужные, они всегда будут. Вы не сможете сказать, что вот у меня там нет на поле камней, я не могу собрать 3 камня для скади. При игре радугой, ребят, у вас поле будет профитное абсолютно всегда. Даже если у вас поляна с нулевой секунды боя просто сама перекручивается, потому что комбинации нет, ну камень-то все равно будет. И это, как по мне, самый большой плюс, но самый важный ли, не знаю. Второй пункт в этом хит-параде, скажем так, позитивных моментов игры радугой, я бы сюда поставил вариативность при создании команд для нашей атаки. Здесь, я думаю, особо ничего такого я не придумаю, не открою Америку, когда скажу, что мы можем использовать абсолютно весь наш гараж. Главное грамотно собрать героев под свои цели. Опять-таки, мы не прикреплены к каким-то моментам а-ля когда играешь 3-1-1, что вот мне нужно там 3 ударника там и пару саппортов. Вы вольны выбирать любых героев. Главное, чтобы в общем и целом эта команда, она была в синергии на выходе. И вы имели четкое понимание, что должен делать каждый герой в вашей команде. Но сам факт в том, что вы, в принципе, можете впихнуть в вашу радугу все цвета и вообще там любого своего героя, опять-таки, главное, чтобы он просто подходил под вашу страту. Это реально прикольно. Третий плюс, и скажу честно, это как бы последний пункт в плюсах. Это возможность в определенных каких-то ситуациях игровых задавить соперника просто чистой силой вашей команды, ваших героев. Почему? Все просто. Есть определенные ситуации, когда вы играете моно 4-1, 3-1-1, и у вас банально не хватает отрядов, артефактов, и там где-то какие-то герои ваши немножечко проседают. Когда вы играете радугой, вы можете быть уверены, что на каждом вашем персонаже будут стоять, конечно же, если вы это поставите, максимальные отрядики, максимальные артефакты. И, соответственно, этот герой будет давать максимум профита. И если
ситуация на поле такова, что у вас соперник там не самый-самый суперсильный, то вы за счет вот этих мелких бафов, которые на самом деле не мелкие, я имею в виду отряды и арты, вы можете просто мясом задавливать своего соперника и переживать много-много ультимейтов, там каким-то образом доживать до момента, когда у вас зарядятся все ваши герои. И, ну, на самом деле это такой достаточно нишевый плюс, я бы сказал. Он не всегда работает, но, по крайней мере, он есть. Он есть, и он имеет право на жизнь. И знаете, а на плюсах, вот, в общем-то, и все. Я, честно, очень долго думал, лично для себя, перебирал все какие-то аспекты игры, но я так и не смог себя выдавить ничего, что лично для меня было бы там каким-то еще важным аспектом, когда я играю именно радугой. А теперь переходим к минусам. Давайте, наверное, турик какой-то зайду. В турик просто. Да вот похер, поехали сюда, не знаю. Минусы, ребята, минусы игры радугой. К минусам самое первое, что лично я для себя поставил, но не самое важное, прошу заметить, это то, что радуга, она не подходит для агрессивных команд обороны. Давайте будем честны, мы радуга, если играем, то мы идем этой командой только на плюс-минус там не самых сильных соперников, на какие-то пассивные обороны, которые дадут нам шанс там попрокидываться лишний раз, позаряжаться, потому что нам все-таки нужно в идеале зарядить 2, 3, и в идеале 3, даже 4 и больше героев для того, чтобы начинать уже свои атакующие действия. Если мы играем против каких-то агрессивных центров, или там, не дай боже, это кукульканы, двойные, тройные, четверные кукульканы, мы понимаем, что нам соперник, вражеская команда обороны, она просто нам не даст шанса даже зарядить всех своих нужных героев, и просто там спустя 5, 6, 7 ходов нас уже начнут разваливать. В этом случае мы сможем надеяться только на то, что у нас будут лететь какие-то комбо-вомбо, которые нам в ускоренном режиме помогут подзарядить по-быстрому наших героев. Но, ребят, на это надеяться, это не совсем правильно. Поэтому фиксируем, что против агрессивных, сильных команд обороны радуга все-таки не заходит. Наш выбор под радугу — это или относительно слабенькие КО, или просто-напросто, если они хотя бы не агрессивные, которые не будут нас разматывать. То есть сюда подходят нормально какие-то хилы, там, миньончики. Вот это ок, это играть можно. Но идти на каких-то там блокираторов там, или просто шотеров — это смерти подобно. Первый минус был, да? Закрепили. Второй минус. На самом деле, кстати, очень важный. Я даже для него выйду. Вот смотрите, для меня огромным минусом игры Радуга является то, что нужен для активной и успешной игры очень дохрена офигенно большой пул героев. И обязательно быстрые блокираторы. Скажу честно, вот даже у меня, хотя я там давно уже не доначу, там особо и как бы не то чтобы сверхактивно играю, у меня плюс-минус есть порядка 80 героев на Full М-ках, которых в теории можно взять и играть. Еще, наверное, там 10-15 героев есть, которые прокачаны, но без эмок сидят по каким-то причинам. И еще, наверное, героев там 15 плюс-минус есть, которых можно качать, можно использовать, но по каким-то причинам я до этого еще не дошел. Так вот, к чему я это? Когда я играл там вот на стриме против Украины моя там Радугой, я очень четко прочувствовал, что даже моих героев, казалось бы, достаточно много персонажей у меня есть, но с их
количеством сложно подобрать 6 команд для атаки, чтобы это была радуга. Мы же знаем, что у нас идеальные команды атаки, они в любом случае должны состоять из какого-то лекаря, и желательно, чтобы он был клинер, желательно, чтобы еще какие-то бафы давал. Обязательно нужен бронерез. Вот без бронереза, кто играет там радугой или 2-1-1-1, я честно не понимаю вообще, как без бронерезов можно что-то делать в этой игре. Обязательно какой-то шотер, обязательно блокиратор и желательно быстрый. Если мы все-таки хотим, хотим выступать против сильных команд обороны, агрессивных, нам блокираторы дадут этот шанс на дополнительные какие-то движения на поле, на дополнительную зарядку для наших героев. Ну и плюс там какой-то еще саппорт, да, это уже условные там вещи. Но сама суть в том, что собрать 6 команд атаки со всеми этими комбинациями и со всеми необходимыми для нас условиями, это оказывается очень и очень непросто. Учитывая то, что на поле боя соперники-то разные, и у нас чаще всего нет, там, грубо говоря, 6 одинаковых героев там в одинаковой прокачке, чтобы можно было такие комбо-вомбо собирать. Поэтому нужно понимать, что мы будем ограничены по пулу героев, мы будем ограничены по вариантам выбора своих целей, это 100%. И это на самом деле очень большой минус, ну, лично для меня. И обязательно, ребят, обязательно нужно понимать, что без быстрых блокираторов вообще в принципе сейчас в игре очень сложно. А при игре радугой тем более, потому что если нет блокиратора, мы стеснены в наших средствах, мы не можем заряжаться, нас убивают. Вот, такие дела. Дальше. Третий пункт, третий минус, это минус заключается, в общем-то, в том, что сама игра радугой, она подразумевает игру исключительно от ультимейтов героев. В этом проблема, это большая проблема, как по мне. Мы должны понимать, что с камней мы проносить никого не будем. Чаще всего, да, есть какие-то там моменты, комбинации, там криты влетают, но вся наша игра, она будет завязана только на том, что нам зарядить нужно наших ударных героев, наших баферов, и только после этого мы сможем их всех подряд использовать и там какие-то делать шотики, херотики. Но опять-таки мы должны понимать, что нам нужно зарядить кучу героев, и камнями мы никого убить толком не сможем. Нам нужно всегда помнить, что это только от ульты. С другой стороны, нынешние тенденции игры таковы, что сейчас уже прошло то время, когда мы видели там красный центр, брали синих героев в атаку. Видели желтый центр, берем фиолетовых в атаку. Сейчас все работает совершенно не так. Сейчас все уже там плюс-минус хорошие игроки, они отыгрывают конкретно от ультимейтов, потому что понимают, что на камень надеяться не всегда нужно надеяться только на то, что ты там, грубой силой из ультимейтов будешь выносить героев. Поэтому, да, вот есть такой момент, мы играем только от ультимейтов. Lично я и так, в принципе, 90% своих тапков отыгрываю только от ульты героев. Очень редко полагаюсь на камень, хотя, это тоже важный аспект. Но при игре радугой надеяться на камень смысла нет. Дальше, четвертый минус. Казалось бы, он не такой уж и важный. Но когда мы играем радугой, мы напрочь забываем про баф пробужденной стихии. О чем я говорю? Я думаю, вы понимаете, что на многих героях есть там такие бафчики, типа связь стихии, там рандомно он пускай, у ангербода, вот пробужденная стихия, и на каждого героя там определенной стихии есть при использовании ультимейтов какой-то бафчик. Хоть это набор там регена маны, хоть это усиление атаки, защиты там, и так далее и тому подобное. Там вот на автолике классный тоже есть баф, который дает атаку и защиту. Суть в том, что мы, когда играем радугой, этот баф связи стихий, она будет работать аж на одного героя. То есть это
как бы, ну, хорошая такая часть ультимейта, а на самом деле это реально иногда очень решает. Плюс 5% к атаке, например, это, ну, при 1000, ну, вы понимаете, что это с руки может быть как раз-таки в ключевые моменты. Это может быть атака с руки, которая убивает просто вражеского героя, а не когда остается у него там 1 хп, 2, 3, 5, 10 хп, и мы потом всираем тапок. Поэтому это на самом деле важные такие мелочи, ну, мелочи, с мелочей это все и состоит. И когда мы играем радугой, то, в общем-то, мы не раскрываем всю суть вот этих вот приколов, которые, собственно, и завязаны на пробужденной стихии. Потому что вместо того, чтобы давать эти бафы на нескольких героев, мы этот баф даем только одному герою. Соответственно, сами же уменьшаем как бы профит по использованию данных персонажей. И, ребята, не будем отходить далеко от этой темы, а сразу перейдем к пятому и лично для меня самому важному минусу игры Радугой. Это вот, ну, мой топ, честно, и мой крик души. При игре Радугой в 95% случаев мы исключаем из игры наших стихийных бронерезов. И лично для меня это именно тот момент, который и краеугольным камнем выступает для того, чтобы не играть все-таки Радугой. Хотя это прикольно, это интересно, это как-никак скиллово, да, это правда. Но если я в большинстве своем случаев не могу использовать стихийников, то зачем мне это надо? Ну, мы же понимаем, что идеальная связка ударников это обычный бронерез, стихийный бронерез и шотер. Это почти всегда минус персонаж. Если мы убираем просто из нашей игры стихийный срез брони, то какой вообще смысл тогда от этих героев в нашем гараже? Зачем их тогда вообще ловить, если мы не сможем использовать это реально львиная доля урона. Это охрененный дебаф, который мы не можем использовать. И получается так, что мы... у нас есть герои, которые офигенные, но которых мы не берем, потому что мы же играем Радугой. Остается только моменты, когда мы берем, например, там Монику, берем ее только из-за того, что она быстро зарядится и снимет бафы с врагов. Вот это все. Вот. Или берем там условного барона только потому, что он тоже снимет там бафы с врага, и потом мы уже сможем работать нашим обычным там каким-то бронерезом и шотером. Вот. Я искренне расстроен, честно говоря, потому что, это фактически неиспользование тех ресурсов игры, которые нам игра дает. Зачем мы не берем стихийника, если, мы можем это делать? Поэтому лично для меня, наверное, если уж и играть там чем-то приближенным к Радуге, то лучше уже брать 2-1-1. Потому что мы, 2-1-1-1, да, мы можем взять бронереза там какого-то другого цвета, стихийника и шотера одного цвета, и еще там двух, например, саппортов. И это всегда будет намного профитнее, чем мы просто откажемся от стихийников. Многие из вас скажут, что, можно их все равно брать. Да, конечно, их можно брать. Только мы не будем раскрывать их потенциал, потому что в стихийку потом сможет бить только этот же герой, если его зарядить еще раз. А кто нам даст вот таким заниматься? Поэтому лично для меня самый большой минус игры Радугой это то, что мы как раз таки очень крутых персонажей не можем использовать или используем, но не раскрывая всего их потенциала. Собственно, я, если подвести небольшой итог, смог из себя родить только 3 таких натянутых плюсика по игре Радугой и 5, как по мне, вполне себе полноценных минуса. И, собственно, из этого я Радугой-то и не играю, потому что понимаю, что роляет пока что 3-1-1 или 3-2 или 2-1-1-1. И как итог, хотел бы вас конкретно попросить зайти в комментарии, написать, какой схемой играете вы.
и какую схему считаете самой-самой профитной, возможно, конкретно для вас. Своими мыслями я поделился. Я считаю все-таки как небольшое такое резюме, как эпилог, что радугой играть можно, но не всегда. Только когда соперник нам позволяет, когда мы можем пофаниться, поразвлекаться. Но если у вас есть какой-то там замес серьезный, с ответственным подходом должен быть, который, то это не наш вариант. Почему, я уже перечислил. Очень жду большого количества ваших комментариев. Тема очень интересная. Возможно, если она стрельнет, то я потом еще когда-то напишу какой-то видосик про игру там 3.1.1 или Моно, там что из этого лучше. Хотя я сомневаюсь, вот Радуга все-таки она такая самая-самая диссонансная тема, как по мне. Ну, в любом случае, спасибо, что посмотрели это видео, если вы его посмотрели до конца. Лично мне было интересно над ним поработать, подумать. Надеюсь, вам оно понравилось. Можете поставить лайк, подписаться под мои видосики. И напишите обязательно в комментах, какой схемой играете вы, что вы думаете про эти плюсы и минусы, которые озвучил я. Ну и если есть огромное желание поддержать мое творчество, то ссылочки внизу. На этом все. Большое спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.